Я хорошо освещена? Да, посмотри на меня. Видно четко? Да, отлично. Мы вернулись! Наконец-то. Хелли, фотоаппарат был сломан. Ты его уже починил? Не он, а я. Вы даже представить себе не можете, как он этого ждал. Из-за того, что я не мог делать снимки, мне было очень скучно. Рой, улыбочку. Нет, Хелли, ты же сам видишь, мне уже пора на мойку. Лучше сфотографируй кого-нибудь еще. Верно. Я думаю, всем это понравится. Ого, вот это идея. Прямо сейчас возьмусь за дело. Ура! Готово, Мини. Спасибо. Дедушка, я поеду погуляю с друзьями. Конечно. Тогда я поехала. Как бы мне тоже хотелось повидаться с внучкой. Да, давненько вы не виделись. Наверное, ты по ней соскучился. Если бы она могла приехать, но она живет далеко за океаном, ей трудно навестить меня. А я не могу оставить магазин. Не расстраивайся ты так. Когда-нибудь вы увидитесь. Ну, ладно, я поехал. Да, до свидания. Наверное, Дженни подросла. Здравствуйте. О, привет, Пости. Как дела? Вам посылка. Что? Так, Ну что ж, до свидания. до свидания. О, это от Дженни. Посмотрим. Так. Дорогой любимый дедушка, я очень по тебе скучаю. От мамы я слышала, что с помощью этого компьютера мы сможем с тобой болтать и видеть друг друга. Позвони мне, дедушка. Итак, я смогу видеть тебя, когда захочу. Неужели? И зачем здесь столько кнопок? Как этим пользоваться? Здравствуйте, господин Уиллер. О, Хелли, здравствуй. Что же делать? Я фотографирую всех своих друзей в этом городе. Хотите, сфотографирую и вас? Фотография? Нет, спасибо. Не поможешь мне с этим? О, откуда компьютер? Это от Дженни. Но я совсем не знаю, как им пользоваться. Если не знаете, как с ним обращаться, Джин вам поможет. Правда? Так, О, работает? этой кнопкой компьютер включается. Подумать только. Если подведете эту стрелочку сюда и кликните, сможете сделать видеозвонок. Хотите попробовать? Да, нажму сюда, компьютер включится, кликну здесь, будет видеозвонок. А вы молодец. Хотите прямо сейчас позвонить Дженни? В самом деле? Но там сейчас ночь, она спит. Сделаю это позже. Но если так, я выключаю. Выключается это тоже с помощью наведения стрелки сюда и клика. А теперь попробуйте сами. Хорошо. Чтобы выключить, я направляю стрелку сюда. Как легко. Обратите внимание на одну вещь. Компьютер сделан в другой стране, поэтому включать в сеть его нужно через трансформатор. Да, хорошо. Просто чудо какое-то. Если вдруг забудете что-нибудь, сразу же звоните мне, хорошо? Не волнуйся, я все запомнил. Я справлюсь. У господина Уиллера есть компьютер? Это Дженни ему прислала. Хотела увидеть дедушку. Я показала ему, как надо делать видеозвонок. Наверное, это нелегко делать в первый раз. Он тебе не жаловался? Он так рад возможности увидеть Дженни, что схватывал все на лету. А, так он позвонил уже? Пока еще нет. Когда у нас день, у Дженни ночь. Он позвонит поздно ночью. Ну, пора. Дженни, да,
Да, давай поговорим. Ну что же, я начну, пожалуй. Нажму эту кнопку, он включится. Что случилось? Забыл включить в розетку. Ну ладно. Так. Почему он не работает? Я не включил трансформатор. Скорее из розетки. Как горячо. Пожар! Сейчас Уиллер, наверное, разговаривает с внучкой. Да! Он так счастлив увидеть Дженни. В последний раз он видел ее маленькой. Джин, команда спасателей. О, господин Уиллер. Ну как, поговорили с Дженни? Джин, у меня беда. Магазин горит. Пожар? Я неправильно включил провод в розетку, и начался пожар. Спокойно. Выходите из магазина. В нем опасно находиться. Спасатели уже выезжают. Сюда! Сюда! Господин Уиллер! Послушайте, здесь опасно. Вам необходимо отойти куда-нибудь подальше. Эмбер, позаботься о нем. Хорошо. Хелли, держи все под контролем. Рой, мы с тобой будем тушить пожар. Хорошо! Господин Уиллер, не волнуйтесь, Рой обязательно справится с огнем. Идемте. Конечно. А мой компьютер? Поли, нужно отключить электричество. Да. Это там. Я отключил. Хорошо. Мой компьютер. Какой ужас. Господин Уиллер, к счастью, пожар не распространился. Компьютер не сгорел, но, скорее всего, сломан. Я допустил глупейшую ошибку. Мне так неловко перед Дженни. Не надо так расстраиваться. Главное, что вы целы и невредимы. Дженни все поймет. Да, правда. Не надо переживать. Конечно. Да, спасибо, но... Ведь Дженни так хотела увидеть меня. А почему бы не послать внучке свои фотографии? Фотографии? Да, пошлите ей фотографии и напишите. Когда Дженни соскучится, она сможет достать фотографии и смотреть на них. Отличная идея, Эмбер. Хорошо, тогда я вас сниму. О, это правда? Конечно. Отлично. Спасибо вам всем. Господин Уиллер, можно выходить. Как я выгляжу? Ух ты! Вы выглядите отлично! Так, я фотографирую. Скажите сыр. Сыр? Отлично. Теперь попозируйте. Класс. Да он просто фотомодель. Да, ты права, Джин. Вот, готово. Снимки вышли отличные. Прекрасные фотографии. Спасибо.
Модель была хорошая. Теперь вам просто-напросто нужно послать это Дженни. А можно сделать так, чтобы это дошло побыстрее? О, Поли, может попросить Марина? Знаешь, я слышал, что он как раз собирается отправиться в плавание. Точно. Тогда снимки дойдут быстро. Что ж, поедем к Марину. Вот так. Марин, спасибо тебе. Пожалуйста, передай это моей Дженни. Можете не волноваться. Я привезу вам также новости от внучки. Ну все, я ухожу в плавание. До встречи! Пока, Марин! Дорогая Дженни, я очень скучаю по тебе. Навести меня как-нибудь. Я познакомлю тебя с друзьями из спасательной команды. Джин, ну что, долго еще ждать? Это очень кропотливая работа. Спешка только навредит. Друзья, Поли! чем вы тут занимаетесь? Я делаю специальные очки для Хелли. С ними можно видеть даже в темноте. Ого, звучит здорово. Покажешь их мне, когда закончишь, а я пока на дежурство. Ладно, пока, Поли! Дедушка, а какой подарок ты хочешь? Милая, не нужно никаких подарков. Но ведь завтра твой день рождения. Может быть, ты хочешь цветы Хорошо, цветы. или воздушный шарик? Можно и шарик. Тебе что, все равно, каким будет подарок? Мини. Дедушка! Все в порядке. Просто я старею, и мои глаза видят хуже. Будь осторожнее. Хорошо. Мне нужно встретиться с господином Уиллером. Увидимся дома. Пока. Пока! Дедушка! О? Да что же это? Дедушка! Привет, Мини! Привет, братик Поли! Мини, что тебя так печалит? Понимаешь, у меня целых 2 проблемы. Целых 2? Да, я никак не могу придумать, что подарить дедушке, а завтра у него день рождения. А еще дедушка стал очень плохо видеть. Вот почему ты такая грустная, Мини. Да, А что если подарить твоему дедушке очки для чтения? очки для чтения? А что это? Это стекла, которые увеличивают предметы. Думаю, такой замечательный подарок сможет решить сразу все твои проблемы. Но я даже не знаю, где можно достать такие очки. Не волнуйся, Мини. Мне кажется, что я смогу тебе помочь. Насколько я понимаю, вы хотите подарить господину Масти очки для чтения? Угу. А ты успеешь их сделать? Конечно. Вот только Хелли придется подождать. Хелли, ты не против? Нет, ведь Мини так нужен этот подарок. Я подожду. Правда? Спасибо. Да не за что. Скажи, а можно я помогу тебе их сделать? Ты хочешь помочь мне сделать подарок своему дедушке? Да. Ладно, Мини, начнем прямо сейчас. Спасибо. Мини, ты не передвинешь все предметы к той стене? Нет, вот к той. Хорошо, сейчас сделаю. Мне пора. Мини, куда это ты собралась так рано, а? Это секрет. Вернись домой до темноты. Хорошо? О, это Мини? Мини, ты куда? На станцию. Зачем? Ты знаешь, вечером мы будем праздновать день рождения дедушки. Не опаздывай. До вечера.
Почему Мини так спешит? Джин, Мы хотим посмотреть. Я занята очень важным делом. ну вот. Смотрите, нравится? О, отличная работа! Они замечательные! Держи, Мини. Надеюсь, подарок удался. Спасибо вам всем! У меня есть подарок для дедушки. У него день рождения. Я везу его домой. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Нет! Мой подарок! Нет! Стой! Подожди! Нет! Что же делать? Вот он! Что со мной такое? Кажется, я застряла. Помогите! Помогите мне! С днем рождения, Масти! Уже поздно. Где же Мини? И правда, правда, где? где? А? Кто-то едет. Это Мини. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, Роди. Роди, скажи мне, ты сегодня не играл с Мини? Не играл. Она очень спешила на спасательную станцию. На станцию? Скорее всего, Мини уже отдала дедушке его подарок. Угу. Наверняка ему понравились очки. Молодец, Джин. Я рада помочь. Спасибо Хелли, он не торопил меня, и я все успела. А завтра я доделаю очки для Хелли. О, дедушка Масти, с днем рождения! Спасибо, Джин. Мини не у вас случайно? Мини поехала домой еще днем. Странно. Уже поздно, а ее еще нет. Неужели она еще не вернулась? Нет, я так волнуюсь. Вдруг с ней что-то случилось. Не беспокойтесь, дедушка, мы обязательно найдем Мини. Разделимся и поищем Мини. Хорошо. Где она? Мини! 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 Помогите! А? Мини! Поли! На мосту Мини нет! Я проверила, в деревне ее тоже нет. Тогда будем искать в окрестностях. Ребята, я нашел Мини. А? Мы у 16-й дороги. Ясно. Поспешим. Да! Мы здесь. Туда! Скорее! Мини, ты цела? Помогите! Мини застряла между камнями и не может выбраться. Рой, нужно тащить камни.
Понял. Готов? Готов. Толкаем на счет 3. Да. 1, 2, 3. Я свободна! Спасибо вам! Все в порядке. Попробуй прокатись. Ух ты! Здорово! Спасибо! Как я рад, что все обошлось. Да. Мой подарок! О, нет! Очки разбились! Подарок дедушке! Мини! О, Мини! Дедушка! Дедушка! Но где же ты была? Мне так жаль! Твой подарок разбился! Мини очень старалась, но оказалось все впустую. Я так хотела подарить тебе очки для чтения! Мини, ты знаешь, какой самый лучший подарок для меня? Какой же? Ты, милая. Самый лучший подарок то, что ты вернулась домой. Правда? Ну, конечно. Я так рад видеть твою улыбку. Спасибо вам, друзья. Не за что. Ну что ж, Мини дома, и можно праздновать. Ура! Будем праздновать! Вы принесли подарки дедушке? Нет, мы просто пришли. Что? Вы не принесли подарки? Вам не стыдно? Что ты делаешь, Мини? Ты что? Робокар Поли и его друзья. Ого, какой потрясающий набор. Вот бы завтра кто-нибудь подарил мне его на день рождения. Да, я попробую намекнуть об этом друзьям. Что? Ты придумал, что хочешь получить в подарок? Да. И что ты хочешь получить? В общем, если вы пока ничего не приготовили, то подарите набор мечей «Солнечная система». А если вы уже что-то приготовили, то можете обменять это на набор мечей. Брунер, то, что мы приготовили для тебя, это секрет. Ого! Секрет? Ребята, да ладно. Правда, вы подарите мне этот набор мечей? Что? Нет, нет, нет. Брунер, ты узнаешь, что это за подарок, когда мы его подарим. Так что перестань спрашивать. Хорошо. Если не хотите его дарить, то я попрошу об этом мистера Билдера. Что? Хочешь подарок, набор мечей Солнечной системы? Да, подарите? Не понимаю, ты же все время хотел получить баскетбольный мяч. Хотел. Но набор мечей Солнечной системы только недавно появился в магазине, и теперь я очень хочу получить его. Послушай, нельзя заказывать себе подарки на день рождения. Мистер Билдер. Ну, хватит. Ребята, мне сейчас нужно срочно съездить в порт. Простите, что не помогу с уборкой. Ничего. Да, мы все равно уже почти закончили. Спасибо. Счастливо оставаться. До встречи. Пока, Джим. Так, а Хелли что, не собирается нам помогать? Поли, посмотри! Хелли, наконец-то решил помочь нам? Только посмотри на это. Где ты это достал, Хелли? Я нашел их в ящике стола Джин. Это мячики в форме планет. Правда, отличные. Я считаю, тебе стоит заняться уборкой и вернуть их на место, пока Джин не увидела. Она ничего не узнает, если я верну их на место, верно? Ой, что я наделал? Ну вот, я же говорил, положи их на место. Ребята, у вас какие-то неприятности? Неприятности скоро будут у Хелли. Что произошло? Это подарок Брунера на день рождения? Что? Так эти мячики подарок для Брунера? Ой, я видела, как вчера Джин заворачивала их в подарочную упаковку. Когда она узнает, устроит скандал. Джин! Разве я позволяла тебе их трогать? Ты хоть представляешь, с каким трудом я их достала?
Хелли! О, она мне этого никогда не простит. Нужно их достать. Ой, ой, Так, ой, ой. Хелли, дай посмотреть. Я попробую достать. О, отверстие слишком узкое, не могу дотянуться. О, это сложнее, чем мне казалось. Нужно придумать что-то другое. Ой, ребята, выручайте. Это не то, и это не то. Я хочу набор «Солнечная система». Ну, счастливого пути. Куда это отправились ребята? Возможно. Еще немного. Я почти достал их. Мы ничем не можем до них дотянуться. Ребята, теперь моя очередь попробовать. Вот так, почти достала. Да уж, это совсем непросто. Что нам теперь делать? Но есть два варианта. И какие же? Первый. Мы обо всем рассказываем Джин и ищем другой подарок для Брунера. Второй. Мы все рассказываем Джин и вместе пытаемся достать мечи. Мне не нравится. В обоих вариантах Джин должна обо всем узнать. О чем я должна узнать? Джин, привет. Ой, Вы до сих пор не закончили уборку, как я погляжу. И о чем же я должна узнать? Дело в том... прости, Джин. В общем, я играл с подарком Брунера и случайно уронил мячики в бак для воды. Что? Вообще-то Хелли не знал, что это подарок для Брунера. Ну и пока тебя не было, мы пытались их вытащить. Тоже мне проблема. А я уже решила дело серьезное. Так, отойдите. Хелли, можешь включить подачу воды в бак? Да. Все просто, да? Ты потрясающая! Потрясающе! Спасибо за комплимент. Вы что, не знали, что мечи плавают в воде? Мы просто запаниковали и как-то не подумали об этом. Да уж, если бы мы спокойно подумали, то уже давно бы достали мечи. В любом случае, прости меня, Джин. Ничего, но чтобы искупить вину, почисть их и заверни в упаковку. Хорошо. Зачем они поехали в магазин игрушек? Вот и они. Ребята! Брунер! Ребята, что это вы здесь делаете? Паук! Это набор «Солнечная система». Макс, это мой подарок, верно? Нет, то есть я не уверен. Я очень занят, прости. Макс, куда ты поехал? Что? Вы говорите, Брунер обо всем догадался? Да, он видел, как мы выезжали с подарком из магазина игрушек. Что же нам делать? Если он узнает, что его подарок здесь, то будет упрашивать отдать его до начала праздника. Нам нужно пока где-нибудь спрятать его, чтобы не получилось, как в прошлом году, когда он нашел подарок в ночь перед праздником, и сюрприз не удался. Ты прав, Макс. Нам нужно спрятать пока где-нибудь подарок. Но где его спрятать? Нужно найти место, где Брунер его не найдет. Ребята, я только что придумал отличное место, где мы его спрячем. И где же? Так, подойдите поближе. В общем, слушайте. Так они собираются спрятать подарок. Вот где они его спрятали. Вот и он. Еще немного. Еще. Спасите! Помогите! Кто-нибудь! Спасите меня! На помощь! Кто-то там зовет на помощь. Срочный вызов! Срочный вызов! Только что сообщили, что Брунер упал в колодец возле деревни. Всем спасателям отправляться туда немедленно. Хорошо!
Брунер, мы спасем тебя. Главное, не паникуй. Постарайся успокоиться. Хорошо. Хелли, сделай сканирование колодца. Ладно. Ого, колодец очень глубокий, Брунер может упасть. Нужно торопиться. Сообщай обо всем, что увидишь на сканере. Хорошо. Рой и Эмбер, приготовьтесь к спасению. Готовы, Рой? Хорошо, начинаю тянуть. Вот так, вот так. Все в порядке? Да, только голова немного кружится. О, ну, к счастью, все обошлось. Так значит, это все произошло, потому что вы хотели спрятать подарок от Брунера? Верно. Дело в том, что мы хотели сохранить подарок в тайне, чтобы устроить Брунеру сюрприз. А, мне жаль, я не знал. Теперь мой подарок не достать. Ага, мои любимые мячики. Я же говорил, ты слишком любопытный, Брунер. Поли, может, можно как-то достать оттуда подарок? Конечно, можно. И как же? Смотрите, он всплывает. Да. Готово. Прошу. Вы спасли подарок Брунера. Спасибо вам. Пожалуйста. Ну, теперь мне уже можно его открыть. Нет уж, откроешь его на празднике. Да, Брунер. Мы подарим его тебе на праздники, и тогда сможешь открыть. Но день рождения уже наступил. Я хочу открыть. Позвольте. Ну ладно, давай открывай. Ого! Это то, что я и хотел! Джин расстроится, когда узнает об этом. Это точно. Она приготовила такой же набор мечей. Что? Джин тоже подарит мне такой набор мечей? Юху! Я в восторге! У меня будет 2 набора мечей! Ура! Брунер, тебе так нравятся эти мечи? Конечно! У меня никогда в жизни не было столько мечей! Юху! Я счастлив! Это потрясающе! Робокар Поли и его друзья. Ой, слишком темно. Включайте ваши фары быстрее! Хорошо. Внимание! Чрезвычайная ситуация! Препятствие прямо посередине дороги! Ваше действие? Наши действия. Надо ехать назад. Успокойся, смотри внимательно на меня. Сначала ты должен включить аварийные фары вот так, а потом отъехать в безопасное место и сразу позвонить в службу спасения. Помогите! Аварийная ситуация в тоннеле! Экзамен окончен. Ух ты! Мини, ты просто молодец. Ага. Бросьте, это пустяки. Мини, сдано! Здорово! Поздравляем, Мини! А вот вы, ребята, к сожалению, не сдали экзамен. Ой, у нас почти получилось. Ну ничего, значит, вы сдадите в следующий раз. Все впереди. Конечно. Да. Так, ребята, этот значок — награда за успешную сдачу экзамена по вождению. Так. Ура! Спасибо! Вам нравится? Да, повезло тебе, Мини. Не сомневаюсь, что ты очень усердно занималась, Мини. Да, еще бы. Потому что мой дедушка обещал купить мне подарок, если я сегодня сдам экзамен. И какой подарок? Кристальные сережки. Погода отличная. Интересно, Мини удалось сдать экзамен? Привет, дедушка! О, Мини, ну как дела? Дедушка, смотри! Видишь значок? Это награда за отличную сдачу экзамена. Внучка, я тобой горжусь. Есть за что. А теперь скажи мне, дедушка, когда ты купишь мне подарок? Я купил его, когда узнал, что ты собираешься на экзамен. Иху! У меня будут кристальные сережки. Что это? Дедушка!
Что-то не так, Мини? Что это такое, а? Мини, что-то случилось с твоим подарком? А? Как это сюда попало? Это совсем не то, что я хотела, ты же знаешь. Это какое-то досадное недоразумение. Хочу сережки. Итак, вам нужно как следует упаковать 10 тренировочных шин. Я правильно понял? Да. Так, посмотрим. У меня есть в наличии 6 шин. О, привет, Масти. Здравствуйте, как дела? О, ребята, и вы тут? Ну, Мини понравился подарок, который ты ей купил? Думаю, да. Она так радовалась, что получит подарок. Просто не могла дождаться. Но, честно говоря, с ним возникла одна проблема. Проблема? О, Сейчас? Как же так? Тебе доставили коробку Спуки. Коробку Спуки? Да, понимаешь, эти две коробки абсолютно одинаковые. Ничего удивительного, что их перепутали. Извини, что я так подвел тебя. Ничего, всякое бывает. Даже не знаю, это был последний экземпляр. Что же делать? Не волнуйся, старина. Я верну свою коробку. Поли, а ты знаешь, где живет Спуки? Конечно. Хелли, послушай, ты вполне можешь один доставить эти шины в штаб. А я пока провожу мистера Масти к Спуки. да. О, опять какая-то неувязка. Да. Послушай, Спуки, а ты уверен, что в этой коробке больше ничего не было? Абсолютно уверен. Тогда где может быть мой подарок для Мини? Неужели Уиллер опять ошибся? Знаете, я так не думаю. Кроме ваших двух, больше одинаковых коробок не было. А эта игрушка не из магазина мистера Уиллера. Мне кажется, что эти коробки перепутали в другом месте. А, точно! Может быть, их перепутали позже? Поясни. Ну, недавно, когда я ехал домой... Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Спуки! Ну как можно быть таким невнимательным? Простите меня, мистер Билдер. Наверное, тогда мы и перепутали коробки. Простите, мистер Масти. Ничего страшного. В жизни и не такое бывает. Знаешь что, Поли? Надо спешить, чтобы застать мистера Билдера на месте. Да. Что? Подождите. Значит, мы со Спуки случайно обменялись коробками по дороге? А до этого коробку Спуки перепутали с коробкой Мини? Да. И поэтому мы приехали к вам, чтобы уладить это недоразумение. Вот незадача. К сожалению, я уже отнес эту коробку в почтовое отделение. Как же так? В ней был подарок для моего племянника, который живет за океаном. Надо же, ума не приложу, что делать. Понимаете, я обещал Мини, что верну ее подарок. Не волнуйтесь, мистер Масти, все будет хорошо. Езжайте домой к Мини и ждите. А я обещаю, что во всем разберусь. Ну тогда, как же быть с моей коробкой? Не расстраивайтесь, мистер Билдер. Если мы найдем коробку Мини, то и ваша тоже найдется. Пости! Поли, что случилось? У меня к тебе очень срочное дело. Пости, посылка, которую мистер Билдер принес сегодня утром, она все еще у тебя? Посылка мистера Билдера? Нет, она была отправлена в порт час назад. Что? Вот это уже серьезно. Как это перепутали подарки? Понимаешь, Джин, это вышло случайно. Все дело в том, что коробки были одинаковыми. Как это грустно. Мини так ждала этого подарка. Мне очень жаль ее. Да. Кстати, очень странно, что от Поли нет никаких вестей. Вот именно. Если он поехал забрать коробку у Спуки, то уже должен быть здесь. Поли, ты нашел подарок? Нет, не нашел. Задача усложнилась. Что случилось? Спуки по ошибке взял коробку мистера Билдера, а ему оставил коробку Мини. Что? К тому же, коробку уже доставили в порт, откуда Сиси увезет ее за океан. Как же так? Но еще можно что-то сделать? Нам остается только встретиться с Сиси и попросить вернуть подарок. Ребята, едем в порт. У меня есть план. Хорошо. Поли! Хелли, твоя задача разыскать Сиси. Мы последуем за тобой. Хорошо!
Вперед! О, вот она! Сиси! Пули, я нашел Сиси. Отправляю координаты. Хорошо. Ой, ну наконец-то я нашел тебя, Сиси. Не понимаю, что происходит, но надеюсь, что помогу. Вижу ее. Ребята, давайте сюда. Сиси разрешила нам зайти в грузовой отсек. Спасибо, Сиси. Ты очень любезна. Рады помочь. Сиси, Пости привез посылку. В каком она контейнере? Если не ошибаюсь, ее положили в красный. Ясно. Поли, надо сначала поднять желтый контейнер. Угу. Эмбер, берем левую сторону, а ты, Рой, берешь правую. Когда вытащим контейнер, Хелли займется поисками посылки. Ага. Ну что, готовы? Да. На счет 3. 1, 2, 3. так. Понесли. Рой, давай немного правее. Да. Вот так. Элли, давай. Сейчас посмотрим. Ну где же ты, коробочка? А, вот. Ага. А это коробка мистера Билдера. Все в порядке. Отлично. Мы едва не пересекли океан, чтобы найти эту коробку. Отлично поработали. Спасибо, Сиси. Счастливого плавания. Счастливого пути. Так, Мини, все, полюбуйся. Ой, какие они красивые! Спасибо вам, что нашли подарок. Верно. Спасибо вам всем, ребята. Пожалуйста. Это вы сделали все, что в ваших силах, чтобы сдержать обещание, данное внучке. Конечно. Мини, поблагодари своего дедушку. Точно. Он так переживал, что ты останешься без подарка. Дедушка, извини меня, я не должна была так капризничать. Ничего, Мини. Я же видел, как ты расстроилась. Спасибо, дедушка. А это подарок от меня. Ну, Ну, как он тебе? хе-хе, мне очень нравится твой подарок. Его нельзя перепутать, это уж точно. Робокар Поли и его друзья. Мистер Уиллер, вы здесь? Мистер Уиллер, здравствуйте. Привет, Треки. Я решил немного передохнуть и как случайно уснул. Понятно. Пожалуйста, возьмите, это для вас. Это что, это малина? Последние ягоды этого сезона. Хотел вас угостить. Это так приятно, но по какому поводу? Я хотел выразить вам свою благодарность, мистер Уиллер. Вы ведь всегда подбираете для меня самые лучшие шины. Это просто моя работа. Ну и ну, они выглядят такими вкусными. Пожалуйста, попробуйте. Можно? Просто потрясающе. Никогда еще не ел такую сладкую малину. Треки, она просто замечательная. Невероятно вкусная. Спасибо, Треки. Пожалуйста. Готово. Хелли, теперь можешь включать. Ладно. Джин, все лампочки работают. Конечно, ведь это я их чинила. Джин! Джин, что случилось? Там змея, смотри! Где? Ты что, ее не видишь? Что? Ты думаешь, я куплюсь на этот розыгрыш? Никогда еще не ел такую сладкую малину. Я и не думал, что он будет так рад.
В следующий раз я преподнесу ему еще лучший подарок. Змея! Похоже, что в сарае ее нет. Я внимательно осмотрел весь двор, но змею не нашел. Думаю, она сбежала через дыру в стене и уползла с территории фермы. Правда? А она точно сюда не вернется? Не беспокойся. Мы заделали дырку в стене и опрыскали все репеллентами, так что все будет хорошо. Но на всякий случай постарайся в ближайшее время не ездить в лес, ведь там могут водиться змеи. Хорошо. Спасибо, ребята. Пожалуйста. Что? Змея появилась и на ферме Треки? Да, именно так. А вы видели змею в лесу, да? Ну да, Джин сказала, что видела змею, но я решил, что она просто пошутила. Видишь, я же говорила, что это была змея. Прости, Джин. В общем, нужно признать тот факт, что в лесу у города появились змеи. Да, завтра утром оповестим горожан. И еще нужно установить предупреждающие знаки. Хорошо. Раз-раз. Внимание, жители города Брумс! Неподалеку от города были обнаружены змеи. Будьте внимательны и соблюдайте осторожность. Повторяю, в окрестностях города... Если встретите змею, то постарайтесь не проявлять агрессию. Вместо этого спокойно отойдите. Помните, змеи никогда не будут нападать на вас первыми. Да, понятно. Рой, я закончила устанавливать знаки. Тогда еще раз проедем по парку и в центр. Ага. Джин, Как продвигается работа? все хорошо. Я сейчас в Совиной долине. Ясно, тогда, полагаю, ты вернешься позже остальных. Ладно, Хелли, удачи. Миссис Белль, что случилось? Что? Мистер Уиллер заболел? О, мистер Уиллер. Как хорошо, что миссис Белль решила вас проведать. У меня все в порядке со здоровьем. Ну да, конечно, вижу, температура очень высокая. Правда? Чтобы поправиться, вам необходимо немного поесть. Спасибо, но у меня нет аппетита. Может, есть что-нибудь, что вы хотели бы съесть? Что я хочу съесть? Мне надо подумать. Что, малина? Но почему вдруг малина? Ну, мистер Уиллер себя плохо чувствует. Что, мистер Уиллер заболел? Да. К тому же у него нет аппетита. Единственное, чего ему хочется, это малины. Правда? Что же нам делать? Я вчера отдал ему свои последние ягоды. Ой, бедный мистер Уиллер. Да, представляете, мы нигде не можем достать малину. Это просто ужасно. Но почему мистер Уиллер ничего кроме малины не хочет есть? Да. Вчера Треки подарил мистеру Уиллеру корзинку ягод, и, похоже, они ему очень понравились. О, ясно. О, может, попросим Хелли полетать по лесу и поискать малину? Ведь он может долететь в те места, куда не может заехать Треки. Конечно, как я сама об этом не подумала. Да. Хорошо, я полечу прямо сейчас. Спасибо, Хелли. Не волнуйся, скоро вернусь. Теперь ясно, почему мистер Уиллер вчера выглядел таким уставшим. Я решил немного передохнуть и как-то случайно уснул. Это ужасно. И как я мог не заметить? Так не пойдет. Я прямо сейчас поеду на поиски малины для мистера Уиллера. А нет, значит, в лесу появились змеи. Нет, никакие змеи не могут меня напугать так-то. Я все обыскал, но не нашел кустов малины. Где же их еще можно поискать? Что это? Может, там я найду малину? Посмотрим. Помогите мне! Ой, я нигде не могу найти кусты малины. Помогите мне! А? Кто-нибудь Откуда меня доносится слышит? этот звук? Это я, Треки! Треки! О! Срочный вызов! Срочный вызов! Хелли,
Треки попал в беду в Жаворонковой долине. Всем спасателям отправляться туда сейчас же. Хорошо. Элли! Сюда! Треки провалился в эту яму. Треки, скажи, ты не пострадал? Нет, все в порядке, Полли. Так, ты главное, не волнуйся. Мы тебя обязательно вытащим. Хорошо. Эмбер, спускаемся вниз. Рой и Хелли, вы будете помогать отсюда. Хорошо. Ты очень испугался. Мы сейчас вытащим тебя. Спасибо, Эмбер. Что такое, Треки? Тут змеи. Смотрите, их целая куча. Что? Только не это. Похоже, это змеиное логово. Выключи фары, чтобы не раздражать их. Хорошо? Треки, встань за моей спиной. Если будем вести себя спокойно, все будет хорошо. Эмбер, я позабочусь о змеях. А вы с Треки выбирайтесь отсюда. Хорошо. Ой, вроде бы все. Элли, Что такое, Полли? Похоже, мы наткнулись на змеиное логово. Что? сканируй местность и докладывай мне обо всем. Хорошо. Ага. Так, спокойно. Мы вовсе не собирались на вас нападать. Мы с друзьями уже уходим. Полли, с левой стороны к вам направляется целая куча змей. Что? Эмбер, скорее! Почти закончила. Рой, вытаскивай треки. Хорошо. Полли, скорее уходим. Хорошо. Успокойтесь. Мы просто не знали, что это ваш дом. Мы уже уходим. Так значит, ты упал, когда искал малину для мистера Уиллера? Да. Но ты же говорил, что малины в округе не осталось. Смотрите, когда я подъезжал сюда, мне показалось, что за тем валуном куст малины. Правда? Сейчас я это проверю. Ого, ребята, тут действительно растут кусты малины. О, какое счастье! Теперь мы наберем малину для мистера Уиллера. Ну и ну, я глазам не верю. Прошу, попробуйте. Хорошо. Как вкусно. Знаете, ребята, мне очень хочется, чтобы он поскорее поправился. Уверена, с ним все будет хорошо. Да. Треки. Мистер Уиллер, не может быть, вы что, уже выздоровели? Не совсем. Он по-прежнему нуждается в отдыхе, но вышел сюда, чтобы лично тебя поблагодарить. Треки, благодаря твоим ягодам я уже чувствую себя лучше. О, это здорово, мистер Уиллер. Я никогда не забуду твой подарок. Мне очень приятно, Треки. Спасибо тебе большое. Да не за что. Пожалуйста, ешьте и скорее выздоравливайте. Да, мистер Уиллер, выздоравливайте. Хорошо, ребята. Еще раз спасибо вам всем.